Привет! Это программа «Донбасс. Будущее». С вами Андрей Дегтяренко. В каждом выпуске мы говорим о самых сложных и важных вопросах, связанных с мирным процессом и реинтеграцией отдельных районов на востоке Украины. Сегодня разбираемся, через какие бюрократические препоны прорываются жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы получить украинские документы. И что делать Киеву с российскими паспортами дончан и луганчан в случае возвращения ОРДЛО в Украину. Поехали! В безвыходном положении, как люди в Донецке и Луганске остаются без украинских документов и без возможности оформить их из-за закрытия КПВВ. А я ж не выездной. Я на 45 попал, фотографий в паспорте нет. Раздача российских паспортов на Донбассе, ползучая оккупация под прикрытием помощи. Поэтому задача России, которая ставит перед руководством этих непризнанных республик, это перейти на так называемое самообеспечение. Что делает правительство України, щоб упростити процедури получення документів для людей із ОРДЛО? Мені здається, що поступово, але Україна рухається в сторону того, щоб демократизувати, спростити ці отримання документів. Однак завжди не встигає за такими російськими обмеженнями. Це треба було робити ще 7 років назад. По прогнозам украинских властей, до конца 2021 года на Донбассе будет уже 1 миллион граждан Украины, имеющих российские паспорта. Некоторые российские политики говорят о плане в 2 миллиона. Но прогнозы – дело неблагодарное. А факт в том, что уже сейчас на руках у дончан и луганчан примерно 700 тысяч документов с двуглавым орлом. Кто-то оформляет эти документы добровольно, другие просто поставлены в условия, когда выбирать приходится из двух зол. Под маской заботы о жителях Донбасса, как всегда, скрываются пропагандистские цели и прагматизм, как в ситуации с российскими СНИЛСами, когда людей агитировали их получать и максимально упростили процедуру перед выборами в Госдуму, а теперь, когда выборы прошли, в очередной раз кинули. Что именно произошло и для чего Путину двойное гражданство жителей ОРДЛО в первом сюжете. Жители отдельных районов Донбасса, которые получили российские паспорта и СНИЛС, не могут воспользоваться сервисом госуслуг. Об этом стало известно из заявления в телеграм-канале так называемой депутатки ДНР. По задумке, такая учетная запись привязывалась к электронной почте и позволяла не только дистанционно проголосовать на выборах в Госдуму, но и сделать доступными госуслуги для наших граждан. Но действительность оказалась иной. Голосование прошло успешно, а вот госуслуги так и остались недоступными большинству наших граждан. Она пояснила, что при оформлении заявки на получение госуслуг портал требует ввести номер российского мобильного оператора. И если его нет, то дальнейшее оформление заявки блокируется. Номера оператора «Феникс», который действует в Донецке, не подтягиваются в анкету. По словам так называемой депутатки, приобретение номера российского оператора тоже не работает. Селиванова добавила, что обращалась по этому поводу на портал госуслуг, где ей ответили, что, возможно, проблему решат через 2 месяца. Активно агитировать, оформлять СНИЛС и регистрироваться на портале госуслуг российские прокси ДНР и ЛНР начали в канун выборов в Государственную Думу. Летом развернули широкую кампанию по привлечению людей. Но как только отгремело голосование, Кремлю и Единой России снова стало не до проблем жителей оккупированных ими территорий Донецкой и Луганской областей. Оформлять СНИЛС заманивали, обещая доступ к ряду услуг. Гражданам России этот документ нужен прежде всего для получения будущей пенсии. Но тут жители Донецка и Луганска получили отворот-поворот практически сразу. В Пенсионном фонде РФ заявили, что пенсии будут платить только тем жителям неподконтрольных Украине территорий, которые переехали на постоянное место жительства в Российскую Федерацию. Что касается материнского капитала, то его жителям оккупированных территорий получить можно. На первого ребенка выплата дается, если он был рожден после 1 января 2020 года, но не всем. Нужно, чтобы обязательно было гражданство Российской Федерации, чтобы был вписан ребенок в паспорт. Поэтому сперва нужно вписать ребенок в паспорт, сперва нужно вписать ребенка в паспорт, для этого выехать на территорию Российской Федерации. Но в свидетельстве о рождении ребенка должна быть пометка о том, что он является гражданином Российской Федерации. Еще одна новость, появившаяся сразу после того, как прошли выборы в Госдуму. СНИЛС по упрощенной процедуре без выезда на территорию России в Донецке и Луганске будут выдавать лишь до 15 ноября. Остается меньше месяца, чтобы оформить СНИЛС в республике без выезда на территорию России.
Только если у вас еще нет паспорта, вы можете подать документы на его получение и вместе с ним получить СНИЛС. Если у вас уже оформлен паспорт РФ, получить СНИЛС по упрощенной процедуре, как это сделали под выборы, не выйдет. Надо ехать в Ростовскую область. Необходимо сначала выехать на территорию Российской Федерации лично и оформить там СНИЛС в Пенсионном фонде Российской Федерации. Единственный нюанс – это то, что придется для подтверждения учетной записи приехать во второй раз. Пока все силы местных работников паспортных столов были брошены на оформление СНИЛСов перед выборами, у людей накопилось множество вопросов, связанных с другими так называемыми документами. Вклеить фото в паспорт и тому подобное. В соцсетях сообщают о больших очередях. Мы стоим с 4 утра здесь и не можем попасть. Это люди с очереди возмущаются. Ну это бесполезно. Это не издевается. Так что, надо на почту идти брать талончик? На следующий год поменяют? Да. Эксперты считают, что информационная кампания по получению СНИЛС в ОРДЛО была приурочена к выборам в России, которые состоялись осенью 2021 года. А кампания паспортизации в целом, которая стала очередным актом агрессии и нарушением Минских соглашений, имела несколько реальных целей. В первую очередь пропагандистских. По мнению экономиста Алексея Куща, задача Кремля на оккупированных территориях прежде всего сократить ценник, который тратит Россия на содержание этих территорий. Для этого хотят несколько облегчить положение живущих там людей, чтобы они не бежали с Донбасса, перезапустить экономику и частично вывести из правового вакуума за счет раздачи российского гражданства. Цифры, которые у нас называются, они завышены там раз в 10, наверное. Но по моим оценкам Россия тратит на так называемую ДНР порядка $500 миллионов в год и на ЛНР порядка $300 миллионов. Это не считая затрат на содержание первого и второго армейских военных корпусов. Военные затраты мы сюда не оценим. То есть примерно $800 миллионов суммарно на две эти признанные республики. Но даже эти $800 миллионов, в принципе, России не хочется тратить по большому счету. Поэтому задача России, которую она ставит перед руководством этих непризнанных республик, это перейти на так называемое самообеспечение. Но несмотря на ограничения, жители неподконтрольных территорий рады и такой усеченной версии российского гражданства. Ведь в отличие от так называемых паспортов ЛНР и ДНР, российский хотя бы является документом существующего государства, выводящим дончан и луганчан из правового вакуума. Интересно, что происходит по ту сторону линии разграничения? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под видео. Если вы сталкивались с трудностями при оформлении украинских документов, напишите в комментарии. Помните, что первый шаг к решению проблемы – сделать так, чтобы о ней узнало как можно больше людей. Проблемы с получением украинских документов у граждан с оккупированных территорий существуют с начала конфликта. Ситуация меняется к лучшему. Многие услуги пытаются перевести в диджитал. Но с закрытием пунктов пропуска со стороны группировок ЛНР и ДНР оформить российский паспорт стало в какой-то степени проще, чем, к примеру, украинскую ID-карту. Украинские паспорта и заграны, свидетельства о рождении и смерти, пенсионные. Зачастую любой документ приходится добывать с боем. Одна из таких историй в нашем следующем материале. Александр ведет нас в родительский дом в неподконтрольном Донецке, где до начала войны жил с матерью и женой. До линии фронта здесь меньше 2 километров, и обстрелы слышны все эти 8 лет, пока продолжается конфликт. Больше 10 попадали в крышу. Это за год. Это вот территория, та, которая не обстреливается, грубо говоря. Стреляют там Жабунки, Спартак, Веселая. Мы немножко дальше живем. Так и то в крыше больше 10 попаданий. И причем есть попадания такие, что рука пролазит. То есть это не стрелковое оружие, это осколки, большие осколки. Откуда они летят, как они летят. На территорию подконтрольной Украине Александр не выезжал, так как боевые действия припали на его 45-летие, когда нужно было менять фото в паспорте. А я ж не выездный. Я на 45 попал, фотографии в паспорте нет. Уже. Есть ДНРовские, есть российские. Будем кричать, что я россиянин.
После того, как так называемая ДНР в начале пандемии коронавируса закрыла свои КПВВ, Александр, как и другие жители подконтрольной ДНР территории, вообще может выехать только через Россию. Но мужчина не понимает, пропустят его в Украину или нет, ведь украинский документ просрочен, а есть только российский паспорт, который получил недавно. Некоторое время на Донбассе работал лишь один КПВВ – станица Луганская. И люди, живущие под контролем группировки ЛНР, могли выезжать на свободную территорию, в том числе, чтобы решить свои проблемы с документами один раз в месяц. Но этот последний транспортный коридор закрыли 10 октября. Целый месяц, вплоть до 11 ноября, ЛНР пропускала людей только на лечение, обучение, уход за родственником или похороны. Якщо раніше в контрольному пункті перетинало лінію розмежування в середньому до 4 тисяч осіб, наразі це число становить до 400 осіб. Это так уже все осточертело. Уже здоровье тут все потеряли. Может, 2 инфаркта из вот этого перехода случилось на переходе. Туда прошел и все, и в больницу загремел. Я хочу, чтобы не было ничего, чтобы мы жили спокойно. Вот и все, что я хочу. И вообще была Украина, и пусть бы она оставалась. Вот что я хочу. Пока станица Луганская была фактически под замком, людям приходилось ехать через Россию и заезжать на территорию Украины через КПП «Меловое». У меня мужик помер, а мне надо было его документы закрыть вот, и свою карточку получить, потому что у меня карточка закончилась. А она пришла, уже 4 месяца я не могла и проехать. С 11 ноября группировка ЛНР работу станицы возобновила. Будут ли там вновь ограничивать пропуск граждан, неизвестно. Но вот люди, живущие на территории под контролем ДНР, по-прежнему вынуждены ехать через Россию. Украина же со своей стороны старается всячески улучшить ситуацию. В станице уже появились новые оборудованные ангары для приема граждан, а также там открыли новый центр предоставления административных услуг «Дия». Он рассчитан для жителей временно неподконтрольных территорий и жителей станично-луганской громады. Мы задекларировали порядка 228 услуг. Большая часть услуг, конечно, для жителей нашей территории, но часть услуг, которые могут получать жители, приходящие с территории неподконтрольной украинскому правительству, скажем так. Могут оформить пособие, допустим, на детей. Также мы планируем услуги регистрации актив цивильного стану. Эта услуга очень востребована, особенно людям, приходящим с оккупированных территорий. Со временем перечень предоставляемых услуг хотят расширить до 400, а сами центры появятся возле всех КПВВ на Донбассе. Когда государство не может справиться со всеми проблемами жителей Донбасса, на помощь им приходят благотворительные организации и фонды, как международные, так и украинские. Одна из таких организаций – «Восток-СОС». С ее соосновательницей Александрой Дворецкой мы говорили о наиболее часто встречающихся обращениях от жителей ОРДЛО прямо сейчас и о том, что должно сделать государство, чтобы помочь этим людям. Тут зазвичай основними документами, з якими до нас саме звертаються, це є документи, паспортні документи, оформлення як ID-карток тим людям, які вперше оформлюють документи, так і паспортні документи, які стосуються тих, хто там вклеює фотокартки в паспорт або замінює паспорт замість втраченого або пошкодженого. Зараз такі документи неможливо отримати дистанційно і, а вже ж, якщо обмеження вводяться окупаційними адміністраціями на перетин КПВВ, наприклад, не випускають дітей, як було під час вступної кампанії, або як зараз дозвільний порядок перетину, вам треба запитувати у так званих ЛНР, ДНР дозволу на перетин КПВВ, або обмеження зараз діють і на виїзд через Російську Федерацію, то ці люди, а вже ж опиняються в складному ситуації, оскільки делегувати отримання паспортних документів вони нікому не можуть. Інша справа з батьками, які отримують документи для своїх новонароджених дітей. Тут вони мають право звернутися до суду, не обов'язково бути присутніми на цьому засіданні суду і забрати потім вже рішення суду, коли у них буде змога приїхати на підконтрольну територію. Тому залежно від якого документу різні алгоритми дії.
Дійсно, зараз люди, які отримують паспортні документи, ID-картки нового зразка, вони через реформу, те, що місцевим органам в центрах надання адміністративних послуг передали зобов'язання щодо реєстрації, вони реєструють людей виключно на території ту, яку вони обслуговують. Умовно, в Києві ви отримаєте реєстрацію тільки по Києву, і ви не можете отримати реєстрацію в іншому регіоні. І виходить так, що немає органу влади, який би міг зареєструвати дитину, яка отримує паспорт свій вперше на тимчасово окупованій території. Але зараз практика така, що діти, які отримують свою ID-картку вперше, вони отримують пусту паспорт, тобто без підтвердження місця реєстрації. І вони стикаються з проблемами не тільки при перетині КПВВ щодо претензій, як вони докажуть, що вони проживають там, і тоді потребують якісь документи додаткові батьків, де написано про місце реєстрації, але от, якщо вони самі перетинають, то таке питання постає. Але і тут виникає проблема із українськими органами державної влади, оскільки немає можливості отримати, наприклад, довідку внутрішньо переміщеної особи, тому що немає підстав дитині окремо доказати, що саме вона проживала на тимчасово окупованій території. В парламенті до другого читання знаходиться законопроект, який повинен цю ситуацію виправити. Мені здається, що поступово, але Україна рухається в сторону того, щоб демократизувати, спростити ці отримання документів, однак завжди не встигає за такими російськими обмеженнями. Це треба було робити ще 7 років назад. А что ждет людей в случае возвращения ОРДЛО в состав Украины? Что будет с их российскими паспортами? С правом собственности, полученным, например, во время боевых действий и оккупации? И как подтверждать рабочий стаж? Давайте разбираться. На данный момент документ, который призван определить, как будет происходить реинтеграция оккупированных территорий, это законопроект об основах государственной политики переходного периода. Он разработан Министерством реинтеграции и передан на рассмотрение Верховной Раде. Также Министерство направило его на рассмотрение Венецианской комиссии. Это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Європи. Якщо ми зупинимося виключно на питанні документів, то там про документи йдеться дуже мало. Говориться про те, що Україна буде мати процес конвалідації. Вони вводять, в принципі, доволі новий термін, який до цього не використовувався в Україні. Це підтвердження правочинів, які наразі Україна не визнає. Тобто конвалідація передбачає, що держава створює якийсь механізм, який потім правочини, які відбувалися на тимчасово окупованій території, наприклад, хтось розлучився, одружився, продав свій гараж, не знаю, вступив в шлюб, тобто купа різних речей, які вони могли статися, створив бізнес, щось купив і так далі, помер, що ці документи повинні якимось чином визнаватися. І якщо хорватський досвід говорив таким чином, що все, що люди не оскаржують, можна просто визнати і видати документи українського, їх зразка, державного зразка, то як піде Україна, не дуже зрозуміло, тому що сам віце-прем'єр, який сьогодні, здається, по повідомленням ЗМІ подав у відставку, він говорив про те, що це буде судова процедура. Але судова процедура не є конвалідацією, судова процедура людям для підтвердження фактів або документів вже доступна і зараз. Загалом пропонується якась адміністративна процедура, тобто яким чином будуть визнаватися ті чи інші факти. З того, що нам законопроекту, це тільки те, що наукові ступені і освітні документи про вищу освіту не будуть конвалідовані, і їх неможливо буде підтвердити. Ми не підтримуємо розгляд цього тексту в тому вигляді, в якому він є. І про це є також публічна позиція не тільки нашого фонду «Восток-СОС», а й коаліції організацій, з якими ми співпрацюємо. Не поддержала законопроект о переходном периоде и Венецианская комиссия. Они рекомендуют внести в него изменения. В выводе на сайте комиссии есть как критика, так и одобрение законопроекта. Касаемо документов, в частности, там есть следующие рекомендации. Четче сформулировать положение о конвалидации, то есть подтверждении документов, выданных на оккупированных территориях. Украинские правозащитники отмечают, что положения статьи 14 проекта охватывают только вопросы конвалидации сделок, государственную регистрацию актов гражданского состояния и вопросы непризнания образовательных документов. В то же время существует большое количество других документов, которые были выданы на временно оккупированных территориях, которые не охватываются исключительно этими группами документов. Например, медицинские справки или судебные решения и тому подобное.
В Минреинтеграции на выводы европейского органа и украинских правозащитников уже отреагировали, заявив, что почти все рекомендации Венецианской комиссии можно учесть при разработке законопроекта в профильном комитете Верховной Рады. А ряд аспектов будут урегулированы отдельными законодательными актами, в частности и вопрос конвалидации. Вот таким был наш выпуск. Если он вам понравился, нажмите лайк, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Если вы живете на Донбассе, предлагайте нам темы для новых выпусков и не забывайте подписываться на наш канал. Увидимся!